Ваше Святейшество, благословите. Приветствую вас, Владимир. Здравствуйте. Спасибо, Глеб Сергеевич. Здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо большое. Благодарю тебя. Да, Ваше Святейшество, благословите вам. Вместе с губернатором преподносим образ батюшки Серафима, написан на холсте в Сарове. Так что вам спасибо молитвенную память. Очень замечательный образ. Благодарю вас. Спасибо. Ваше Святейшество, огромная благодарность, что вы нас принимаете, вообще за то внимание Нижегородской земле, знание, понимание, молитвы, которые, я знаю, что вы возносите за нас. И надеюсь, что вы видите, что на Нижегородской земле мы с Божьей помощью, трудами владыки и всех послушников, и всей братья его, и всего священничества, очень много делаем для возрождения веры, для возрождения православия. Для нас вот и ваш прием, и ваши визиты являются огромным стимулом для того, чтобы эту работу продолжать. И я помню наше общение, как вы вспоминали, что и с Нижегородской землей ваши личные семейные истории связаны. Настолько это было трогательно, и всегда вспоминаем, и это дает нам силы в наших трудах. Мы со своей стороны поддерживаем, стараемся поддерживать по мере сил наших скромных все начинания, которые есть у епархии. Я думаю, что и привезите в Лукаянов, и привезите в Арзамас. В прошлом году имели возможность тоже оценить это. Вот сейчас на днях, кроме этих святых мест, еще одно место было связано с празднованием великой даты, большого юбилея. 12 июня, буквально на днях, 870 лет отмечал монастырь в честь Феодоровской иконы Божьей Матери в городе Городец. Вы помните, это тот самый монастырь, где по преданию завершил свой земной путь святой благоверный князь Александр Невский. В 2009 году вы лично почтили своим визитом, осветили восстанавливаемую обитель именно в городце. И она уже 15 лет возрождается к жизни. И 11-12 июня туда впервые более чем за 7,5 веков была принесена из Костромы чудотворная икона Феодоровской Божьей Матери. Конечно, для нас, в Нижегородской земле, это был такой, без привлечения, исторический день, исторический момент. Также мы продолжаем работу в рамках развития кластера Арзамас Саров-Дивеево. Он был создан по вашему благословению, по поручению поддержки президента Российской Федерации в 2018 году. Что очень важно, реализуются мероприятия как епархиальные, так и светские по нашей гражданской правительственной линии. Эта работа охватывает все сферы жизни. Это и дорожное хозяйство, и социальная сфера, и транспорт, и жилищно-коммунальное хозяйство. Вот как раз сейчас активно работаем с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с правительством Российской Федерации по восстановлению сетей в Дивеевской обители и, в принципе, по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства всех центральных населенных пунктов, сел и городов кластера. Если говорить про Дивеево, то практически единственное село такого масштаба в России, которое имеет набережную теперь, круговую, благоустроенный остров с мостом, построена огромная большая автостанция, автомобильная парковка. Ну и вот по епархиальной линии вы помните, какое впечатление производит наш Владычный собор, да, мозаичные работы в колокольном корпусе Дивеевского монастыря, капремонт фасадов на улице Октябрьской, который тоже в прошлом году завершили, реставрация духовно-просветительских центров и другие мероприятия, например, архитектурная подсветка соответствующих святынь. Ваше Святейшество, я еще раз благодарю вас за, вообще, во-первых, поддержку и то, что вы с интересом и вниманием наблюдаете за тем, что у нас происходит. И, конечно, за возможность личного общения. Всегда ценю его очень и понимаю, что потом вашей поддержкой и молитвой можно горы свернуть. Спасибо огромное. Спасибо, Глеб Сергеевич, за добрые слова.
хотел бы еще раз подчеркнуть, что Нижегородская земля мне очень близка и по происхождению моей семьи по линии отца и вообще по духу. Вот, вспоминаю свои первые приезды и в Саров, и вообще на Нижегородскую землю. Это было очень давно. Мне было, кажется, лет 15, когда я впервые туда приехал. Ну и вот это удивительно, я питерский, и по линии мамы там все из Питера. А вот по линии отца это как раз из Нижегородской губернии. Ну и вот удивительно, никогда не был, но когда приехал, как-то почувствовал себя как дома. Вот это, может быть, какая-то генетическая память, трудно сказать, но вот так, в отличие от других, конечно, областей, особое всегда чувство испытываешь, когда посещаешь эти места. Ну и особенно, конечно, в связи с тем, что такое глубокое, я бы сказал, такое очень важное для всего нашего православного народа почитание преподобного Серафима. Все это тоже связано с Нижегородской землей. Поэтому с любовью посещаю эти места. Я надеюсь, что и в этот раз тоже все будет так же. Ждем.